Здравствуйте! В этом ролике мы поговорим о таком известном бытовом приборе, как стиральная машина. Она есть практически в каждом доме и, как и любая техника, имеет свои особенности в эксплуатации. Поэтому, чтобы ваша техника служила долго, мы расскажем вам о некоторых нюансах. Если у вас останутся вопросы после просмотра, пишите их под этим видео, мы ответим на них в комментариях. Первое, с чем сталкивается любой пользователь, это подключение и первый запуск. Мы рекомендуем самостоятельно не заниматься установкой стиральной машины, а обратиться к профессионалам. Прежде чем выставить стиральную машину на то место, где она будет стоять в вашей квартире, необходимо снять транспортировочные болты. Их устанавливают еще на заводе. Транспортировочные болты фиксируют бак при перевозке и защищают его и другие детали от повреждений. Перед использованием стиральной машины болты обязательно нужно снять. В противном случае возможен серьезный ущерб внутренним частям устройства, а при работе будет сильная вибрация. У всех стиральных машин производители фиксируют транспортировочные болты в одном месте, на задней стороне корпуса. Вам потребуется рожковый или гаечный ключ, иногда он может быть в комплекте. Ослабьте 4 транспортировочных болта с помощью ключа. Снимите болты, включая резиновые части, и закройте отверстия специальными заглушками, которые также идут в комплекте большинства стиральных машин. После откручивания не выкидывайте транспортировочные болты, так как они могут понадобиться в будущем для дальнейшей транспортировки, например, при переезде. Теперь можно переместить стиральную машину в выбранное вами место. Поверхность пола обязательно должна быть ровной. Выровнять стиральную машину вы можете также с помощью ключа, отрегулировав ножки устройства. Когда стиральная машина будет стоять ровно, затяните гайки. Это очень важно для снижения уровня шума и минимизации вибраций, а также обеспечивает эффективную работу стабилизирующих компонентов стиральной машины. Дополнительно под ножки можно положить специальные антивибрационные подставки. После установки можно подключать впускной и сливной шланги. Подсоедините один конец заливного шланга к входному отверстию на задней стороне корпуса стиральной машины и плотно затяните крепление. Крепление фиксируется вручную без специального инструмента. Другой конец подключите к водопроводному крану. Для слива воды непосредственно в канализацию сливной шланг устанавливается выше колена стока в канализационную трубу с внутренним диаметром не менее 40 мм во избежание обратного засасывания сточной воды в машину. Также сливной шланг можно расположить на бортике раковины или ванны. Важно не поднимать его выше 100 см и не опускать ниже 60 см. Сливной шланг уже закреплен на нужной высоте на корпусе стиральной машины. После подключения проверьте все соединения на возможные утечки. Для нормального функционирования давление воды в системе должно быть не ниже 0,5 бар. Теперь можно подключить стиральную машину к сети и запустить первую стирку. Стиральная машина должна подсоединяться к электросети только с помощью специально установленной розетки с заземляющим контактом. Для удаления остатков воды и нейтрализации возможных запахов рекомендуется очистить устройство перед первым использованием. Запустите программу «Хлопок» на максимальной температуре без белья и моющего средства. Или запустите программу очистки барабана, если она предусмотрена в вашей модели. После очистки можно загружать стиральную машину вашим бельем. Не забывайте, что максимальная загрузка стиральной машины, указанная в технических характеристиках, означает загрузку сухого белья на программе «Хлопок». Для других программ максимальное количество сухого белья порядком меньше. Не перегружайте стиральную машину, это может негативно сказаться и на внутренних узлах аппарата, и, конечно же, на итоговом результате стирки. Также убедитесь, что в карманах вещей не осталось никаких посторонних предметов, которые могут попасть в сливной фильтр стиральной машины. При попадании крупных предметов стиральная машина может остановить работу без слива и отжима. Вещи должны быть вывернуты и аккуратно уложены в барабан.
Порошок необходимо засыпать в каретку для моющих средств. В любой каретке вы найдете 3 пронумерованных отсека. У разных производителей они могут располагаться по-разному, но предназначение всегда одно. Первый – для предварительной стирки или интенсивной с замачиванием. Второй отсек – для основной стирки в автоматическом режиме. И третий отсек с изображением, похожим на цветок, для смягчителя и кондиционера одежды. Если вы не планируете использовать дополнительную функцию предварительной стирки, то порошок засыпаем только во второй отсек. Если же вы выбрали функцию предварительной стирки или замачивания, то порошок насыпаем сразу в оба отсека. Стиральная машина самостоятельно сделает забор в необходимое время. Сразу возникает вопрос, а сколько порошка сыпать? Обычно эта информация указана на упаковке порошка. Сколько грамм требуется на 1 килограмм сухого белья. Средняя дозировка неконцентрированного стирального порошка 1 столовая ложка на килограмм белья. Большое количество порошка, засыпаемого в стиральную машину, может негативно сказаться на качестве стирки. Останутся белые разводы на одежде. А также нерастворенный порошок забивает дозатор и патрубки стиральной машины, что может привести к поломке устройства. Выбираем необходимую программу и запускаем цикл стирки. После завершения цикла стирки не закрывайте сразу дверь стиральной машины, пусть барабан просохнет. Также рекомендуется протереть манжету люка насухо, это предотвратит развитие грибков и бактерий внутри устройства. В процессе регулярной эксплуатации техники примерно раз в 3 месяца рекомендуется очищать барабан и фильтр сливной системы. Барабан можно очистить, запустив программу очистки барабана. Если такой программы нет в функционале вашей стиральной машины, можно запустить программу хлопок на максимальной температуре, но это займет больше времени. Во время очистки барабан должен быть пустым, а также проводить очистку следует без специальных средств и стирального порошка. Фильтр же служит барьером, который защищает насос от посторонних предметов, попадающих в бак. Ворс из ткани, шерсти, волос и другого мусора. Засор фильтра затрудняет откачку воды и может привести к поломке помпы. Перед чисткой не забудьте подстелить специальную тряпку или полотенце, ведь вода полностью откачивается из бака, а в сливной системе может оставаться. При откручивании фильтра вода будет выливаться самотеком. Стиральная машина – это сложный бытовой прибор, который требует регулярной профилактики. Без должного ухода активная эксплуатация может привести к быстрому выходу устройства из строя. Эксплуатируйте свою технику с любовью, и она прослужит вам долгие годы.